Всем привет! Сегодня речь пойдет о том, как не заразиться грибком кожи и ногтей в повседневной жизни, если болен кто-то из членов нашей семьи, если мы ходим в спортзал или общественный бассейн, когда посещаем кабинет маникюра и педикюра. Нужна ли профилактика заражения грибком после посещения общественных мест? Как распознать первые признаки грибковой инфекции? И кто из нас наиболее подвержен заражению, а также когда точно стоит идти к врачу. Если хотите узнать, смотрите это видео до конца. Поехали. Общественные места. Где легче всего подхватить грибок? Там, где тепло, влажно, и при этом мы не находимся постоянно в полностью закрытой обуви. Поэтому душевые, раздевалки в спортзале, сауна и спуск в бассейн – это самые подходящие места для заражения. По аналогии, ванная комната в доме, если грибком кожи стоп или ногтей на ногах болен кто-то из членов нашей семьи. Но всегда ли и для всех одинаково опасна встреча с грибком? К счастью, нет. Наша кожа – это уникальная конструкция, которая в норме охраняет нас от всех атакующих извне бактерий, вирусов, грибков, постоянно борется с ними и побеждает. Поэтому при нормальном физическом состоянии, когда нет снижения общего или местного кожного иммунитета, бактерии и грибки в большинстве случаев нам не страшны. Мы можем не мыться неделями, копаться в земле на огороде, трогать все подряд по дороге на работу, и ничего с нами не случится. Мы не покроемся прыщами или грибками с головы до ног, потому что для заражения необходимо одно или несколько условий. Как правило, несколько. Первое. Достаточно большое содержание возбудителя в среде и подходящие для заражения условия. Это как раз о том, что должно быть тепло и влажно, и вы с источником инфекции, то есть человеком, у которого имеется грибок ногтей или грибок кожи стоп, должны ходить босиком по одному и тому же полу. Причем это не обязательно, как я сказала, должно быть поражение ногтей. Достаточно грибка на коже стоп, о котором сам человек может и не догадываться. А само заболевание может проявляться просто легким шелушением пяток. Второе условие. Полученный грибок вы должны культивировать, то есть размножить его в своей обуви, чтобы опять же его стало достаточно много, чтобы кожа не справилась и все-таки дала грибку размножиться и вызвать заболевание. Поэтому, если вы по долгу службы носите закрытую спецобувь типа сапог, как, к примеру, работники коммунальных служб, то вы значительно больше подвержены риску заболеть грибком. Третье условие – иммунитет. Понятно, что если снижен общий иммунитет, человек подвержен всем инфекциям извне. Но если иммунитет в норме, можно ли все-таки заразиться? Да, если есть что-то, снижающее кожный иммунитет. Это любые состояния, сопровождающиеся сухостью кожи. Только кожа с нормальной увлажненностью и полноценной водно-липидной мантией способна адекватно отражать атаку инфекционных и вирусных агентов. Так, чтобы не заразиться грибком ногтей, у нас не должно быть сухости, воспаления, раздражения на коже стоп. Исходя из этого, люди с нарушением кожного барьера из-за наличия кожных заболеваний, псориаза, атопического дерматита или любого заболевания атопического спектра, к которым, например, относятся бронхиальная астма или аллергия на продукты питания, бытовую химию с кожными проявлениями, больные экземой, ихтиозом и другими болезнями, сопровождающимися сухостью, шелушением, высыпаниями или трещинами на коже, особенно на коже стоп, намного менее защищены и гораздо чаще будут заражаться грибком. Отсюда же и большая подверженность грибку у людей, которые делают себе агрессивную чистку пяток и обрезной маникюр и педикюр. Поэтому, если есть какая-то ранка на стопах, лучше подождать стихания воспаления, образования сухой плотной корочки на этом месте, а до этого времени лучше воздержаться от посещения общественных мест, занятия спортом. Следующее. Посещение мастера, маникюра и педикюра. Как профилактику заражения следует в идеале выбирать не обрезной маникюр и педикюр. Но если вы уже много лет делаете обрезной, то понятно, что уйти от него на необрезной будет достаточно сложно, так как кожа начинает очень быстро нарастать, когда вы ее срезаете. Но тогда хотя бы вы должны проследить, чтобы все инструменты, которыми пользуется мастер, были стерильны. То есть каждый инструмент должен доставаться непосредственно при вас из запечатанного крафт-пакета, то есть пакета бумажного. Он не должен быть открыт, а именно запечатан. И мастер при вас его открывает, как почтовый конверт, то есть разрывает. На этом крафт-пакете должен быть индикатор стерилизации, то есть два таких кружка рядом, и они должны быть одинакового цвета, как правило, коричневого. Второй, вот правый кружок, показывает, каким цветом должен стать индикатор при правильной стерилизации инструмента, находящегося в нем. То есть не так, что один из кружков, обычно левый,
по цвету синий или зеленый, а второй кружок коричневый, а оба одного цвета коричневого. В ином случае, если цвет кружков на крафт-пакете различный, инструмент не стерилизован адекватно, так как не выдержана адекватная экспозиция по времени, или температура при стерилизации инструмента была ниже, чем необходимо. И в этих случаях на инструментах могут остаться бактерии, грибки, а еще хуже – кровь предыдущего клиента. Так что обращайте на это внимание. То есть все металлические предметы у мастера маникюра и педикюра должны быть в запечатанных крафт-пакетах с измененным цветом индикатора, соответствующим стандарту, то есть оба кружка одинакового цвета. Ну или должны использоваться одноразовые инструменты, которые также достаются из запечатанного заводского пакета. Но, допустим, бывает часто, что у специалиста нет одноразовых пилок. В этом случае вы приносите свою из дома при каждом посещении. Все манипуляции должны проводиться на одноразовой салфетке. Ванночка и лотки должны быть чистые. И лучше при сомнениях в этом попросить мастера при вас обработать эти емкости спиртовым антисептиком. Также, если вы замечаете, что после начала посещения данного мастера у вас изменяются ногти или появляется на ногте какая-то трещина или свободное пространство под ногтевой пластиной, или где-то воспаляется кожа вокруг ногтя, это может свидетельствовать о том, что либо мастер делает маникюр или педикюр, травмируя матрицу ногтя или ногтевые валики, либо он заносит вам периодически туда бактериальную или грибковую инфекцию инструментами или даже воздухом в кабинете, что тоже возможно, если он не проводит регулярное курцевание рабочего помещения. Плюс, если вам проводят аппаратную чистку ногтей или стоп, не поленитесь надеть одноразовую маску, иначе вся эта пыль со взвесью ногтей, чешуи кожи, ну и всем, что на них находится, полетит в ваши дыхательные пути. И самое главное, я вас заклинаю, если вы видите изменение какого-то из ногтей, а вам надо замаскировать, чтобы, допустим, красиво выйти замуж или съездить в отпуск на пляж, не идите накладывать гель-лак, шлак или каким-то способом наращивать ногти. Потому что, когда вы приедете и снимете ногти через 2 недели, в случае грибкового поражения, это, как правило, будет уже поражение не на 5% от ногтя, а на 35 или 50%. И тут уже вполне возможно, что понадобится не просто наружное лечение, но и противогрибковые таблетки, а печень, скажем честно, не очень сильно их любит. Как распознать, что у вас появился грибок? Кожа стоп может начать чесаться между пальцами или подошвой, или боковые части стоп. Кожа при этом может оставаться обычного цвета или стать слегка розовой. Или при остром течении могут иметься яркие очаги красного цвета с округлыми или волнообразными границами четкими. Может появиться шелушение пяток или боковых поверхностей стоп, чего раньше вы у себя не замечали. В спортзалах, бассейнах и банях чаще первично развивается именно грибок кожи, а не ногтя, а ногти при этом уже поражаются при размножении в обуви. Чаще вначале поражается ногтевая пластина большого пальца стопы, а за ней соседний. Процесс таким образом локализуется на ногах. Кожа и ногти кистей поражаются при этом редко. В кабинете у мастера маникюра и педикюра чаще поражается первично именно ноготь или ногтевой валик, то есть сначала ноготь, а потом уже кожа с переходом на соседние пальцы. Тут одинаково часто поражаются и ногти стоп, и ногти кистей, в зависимости от того, куда первоначально была занесена инфекция. Что делать, если после посещения общественных мест вы почувствовали зуд стоп или вдруг появилась краснота? В идеале все-таки показаться врачу-дерматологу. Но дома вы можете сразу нанести на кожу всех стоп один из противогрибковых препаратов. Крем или мастер Бинофин, тербизил, золаин крем, травоген крем, клотримазол крем. Любой из этих препаратов будет эффективен в отношении основных грибков, вызывающих поражение ногтей и кожи. При нанесении на кожу стоп вы должны придерживаться правил. Препарат должен наноситься на чистую сухую кожу стоп, то есть после мытья ног с мылом и последующего вытирания их полотенцем. Препарат наносится в достаточном количестве не менее 2 фаланг пальцев кистей на одну стопу. Особенно уделяется внимание местам шелушения, покраснения кожи, промежуткам между пальцами и кожи вокруг ногтей. Наносить препарат следует немного втирая круговыми движениями. После этого помыть руки с мылом. Если кроме шелушения и красноты на коже имеются какие-либо вообще высыпания, скопления пузырьков, пузыри, отслоение кожи, не ждем, не лечимся сами, а срочно идем к дерматологу. Если зуд, краснота кожи стоп, мы можем сами нанести крем, плюс во избежание заражения ногтей тоже можем обработать их сверху, вокруг ногтя и под ноготь одним из противогрибковых растворов. Микодерил, канизон, экзодерил, нафтодерил, мезол раствор. Мы при этом обрабатываем все ногти стоп.
Обычно двухнедельного курса утром и вечером достаточно для излечения грибка стоп. Если вы все это делаете и в течение 2 дней не происходит уменьшение зуда, то сворачиваем все манипуляции, записываемся к дерматологу. Также, если появляются какие-то высыпания при лечении, резко тоже все заканчиваем, идем к дерматологу. Возможно, кто-то из моих коллег возразит мне, что не стоит заниматься самолечением, нужно срочно идти к дерматологу. Согласна, но, как правило, стадию грибка кожи обычно пациенты пропускают и уже приходят с поражением ногтей, хотя этого можно было бы избежать. Ногти лечатся всегда намного дольше и тяжелее кожи. При лечении проводим также противогрибковую обработку обуви. Одним из способов прибором для противогрибковой обработки обуви в течение 6 часов раз в неделю или одним из противогрибковых спреев фламизил, термикон, микодерил пробрызгиваем хорошенько изнутри, оставляем высохнуть в течение ночи, а потом повторяем также раз в неделю. Если есть изменения ногтевой пластины, ничего не ждем и не лечим сами, записываемся к дерматологу или микологу, специалисту по ногтям. Если сами проводили какое-то противогрибковое лечение, обязательно сообщаем врачу об этом, чтобы правильно подготовиться к анализам и избежать ложно-отрицательных результатов. Если болеет грибком кто-то из членов вашей семьи, конечно, должны быть индивидуальные полотенца для ног, которые висят не соприкасаясь друг с другом, индивидуальные маникюрные принадлежности и домашняя обувь. Если это, например, ваш старенький дедушка, и не хочет он лечиться, что бы вы ни говорили, что бы вы ни делали, тогда для профилактики заражения остальных членов семьи хотя бы время от времени наносите ему противогрибковый лак или смазывайте ногти на ногах обычной настойкой йода хотя бы раз в неделю. Насколько нужна профилактика после спортзала, сауны и так далее? Как я уже сказала, лечится все достаточно быстро, если поражена просто кожа стоп, поэтому профилактику вы можете не проводить, а достаточно просто надевать шлепки, периодически мыть и проветривать обувь. Еще желательно проводить периодическую противогрибковую обработку обуви, например, пробрызгивая или протирая изнутри раствором перекиси водорода, спиртовым антисептиком или противогрибковым спреем, или прибором для противогрибковой обработки обуви. Но не надо забывать, что его ультрафиолетовые лампы тоже имеют износ. Не забывайте смотреть срок эксплуатации на приборах. Если руки чешутся и для профилактики все-таки хочется чем-то себя намазать или закапать, лучше тогда выбирайте средства без активных лечебных ингредиентов, а именно профилактические, чтобы избежать развития устойчивости к антимикотикам, то есть противогрибковым средствам в будущем, так как все антибиотики – это группа антибиотиков, и к ним тоже может развиться устойчивость кожной микрофлоры. Итак, для профилактики при желании можно использовать микоспрей, спрей для ног, микостоп, спрей для ног и обуви. Однократно после посещения обрабатывать чистую сухую кожу ног и вокруг ногтей. Микостоп, средство для ногтей, периодически время от времени наносить на ногти. Крем Гиволь, Колюзан Рапид или микосептин мазь наносить на места сухости и шелушения. Не стоит забывать, что любой из лекарственных препаратов или профилактических препаратах может быть индивидуальная непереносимость. Поэтому перед покупкой следует ознакомиться с инструкцией к препарату и, конечно, во время применения препарата отслеживать свою переносимость лечения. Бытовые аспекты борьбы с грибком. Грибки, дерматофиты и дрожжеподобные грибки, которые вызывают у нас поражение кожи и ногтей, нестойки в окружающей среде и быстро гибнут от применения любого спиртового антисептика с содержанием спирта от 70%, а также аптечного раствора перекиси водорода и любых очистителей для сантехники и поверхностей. Если вы что-то ими обрабатываете либо спреем, либо производите обработку в защитных перчатках. Важной профилактикой, а также важным моментом в лечении грибка стоп и ногтей является ежедневная смена носков со стиркой их в любом машинном режиме от 40 градусов и высушиванием на горячей батарее или проглаживанием утюгом. Лучше выбирать хлопок. Ношение капроновых изделий способствует лучшему размножению грибка. Если по работе вы не можете отказаться от капрона, также горячая стирка от 40 градусов и после высушивания обработка горячим паром в течение хотя бы полминуты. Также ежедневная смена и стирка капрона.
Обувь. Отказ от мягких, тряпичных, ворсистых домашних тапочек с использованием открытых шлепок из ПВХ, так как они хорошо проветриваются и легко обрабатываются любым средством от грибка. Маникюрные инструменты для пораженных ногтей должны быть отдельные на все время лечения. Обрабатываются сразу после применения перекисью, спиртом или любым противогрибковым средством с дальнейшим просушиванием на открытом воздухе. И последнее, бонус. Если вы все-таки видите изменения ногтя, но несмотря ни на что решили, что хотите его замаскировать на время, и после, допустим, возвращения с курорта уже пойдете сдаваться врачу, не наращивайте поврежденные или пораженные ногти. На время поездки купите один из противогрибковых растворов, который я назвала выше, наносите на, под и вокруг пораженного ногтя 2 раза в день, прежде чем его накрасить. После подсыхания раствора купите 2 флакона обычного лака. Один из флаконов наносите только на пораженный ноготь, а второй на все остальные ногти. И потом после возвращения выбросите этот пузырек. И используйте именно противогрибковый раствор, а не противогрибковый лак, так как противогрибковые лаки содержат легко воспламеняющиеся вещества, и по инструкции их противопоказано наносить под обычные лаки. А я вам всем желаю здоровья и красоты. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Увидимся в новых видео. Всем пока!